Привет, коллеги, с вами Стас Быков, и сегодня очень важная тема, которую нельзя просто откладывать. Я думаю, многие из вас вчера вечером и сегодня утром в творческой студии заметили уведомление от YouTube, в котором YouTube нас просит принять решение, относится наш контент к детскому или нет, какие последствия это за собой повлечет, какие ограничения и что вообще выбрать и как будет правильно. Сегодня в видеоролике мы с вами это обсудим, поэтому давайте открывайте свою творческую студию и начинаем разбираться в этой теме. Итак, смотрим, что же нам сегодня написала моя медиасеть. Мне она очень сильно помогает. Всегда последние новости оперативно всю руку на пульсе держит. Поэтому я всегда знаю, что происходит в жизни YouTube. Итак, принял ли новый закон, который должен урегулировать отношения в видеороликах, связанные с детьми, то есть с детским контентом. И теперь вам нужно выбирать, когда вы загружаете видеоролик на YouTube, выбрать, ролик относится к детскому контенту или он не относится к детскому контенту. Если вы это не сделаете, YouTube сам будет автоматически подбирать категорию. Но ее всегда можно, конечно, попытаться оспорить. Но другое дело, получится ли это у вас. Что произойдет, если мы с вами неверно укажем аудиторию видео? В таком случае YouTube оставляет за собой право принять меры в отношении вашего контента или канала в целом. За намеренные нарушения возможны штрафы и другие юридические последствия, связанные с законом КОППа. Я думаю, эти изменения очень сильно завязаны с изменением в условиях использования YouTube, которые вступают в силу с 10 декабря. В них YouTube стал еще более сильнее себя защищать с юридической точки зрения. Я думаю, в следующих видеоуроках мы обязательно здесь с вами все обсудим, хотя Денис тоже все очень подробно расписал, у него там 20-минутный ролик, можете также его посмотреть, у него все очень детально и понятно, он разобрал все эти юридические тонкости. Итак, продолжаем, давайте по нашей аудитории. Смотрите. Установите аудиторию вашего канала. Это можно сделать в настройках, дополнительные настройки. То есть мы переходим в новую творческую студию. Далее настройки. Здесь переходим канал и расширенные настройки. Теперь здесь нужно указать, что канал относится к детям или нет. Здесь вот видите, да, мой канал и все видео на нем для детей. То есть у вас получается тогда детский контент. На каналах для детей будут недоступны некоторые функции. Например, уведомления. То есть когда вы публикуете ролик, не будут приходить уведомления. И персонализированная реклама. То есть каналы с детским контентом будут меньше или вообще не будут зарабатывать, потому что не будет таргетирования рекламы. Видео для детей будут чаще появляться в рекомендациях пользователей, которые смотрели ролики на интересные детям темы. Но это, конечно, создается такое сообщество детское, где будут твориться только детские видеоролики. Далее выбираем «Нет, мой канал не для детей» и на нем нет детского контента. Я думаю, многие из моих зрителей обязательно выберут именно вот эту галочку, здесь точку поставят, потому что сейчас мы дальше еще разберем, какие будут ограничения. И если вы хотите сохранить все, как было у вас до этого, и у вас не детский контент, вам обязательно нужно ставить «Нет, мой канал не для детей». Если вы сделаете «Я хочу указать аудиторию каждого ролика отдельно», то вам придется вручную. Смотрите, если мы делаем здесь «Нет, мой канал не для детей», то это в приоритете. Даже если вы потом в видеоролике выберете, что это видео относится к детям, то все равно будет в приоритете то, что вы выбрали в основных настройках канала. Если вы выберете «Я хочу указывать аудиторию для каждого ролика отдельно», тогда приоритет будет уже на самих роликах. То есть, если вы сомневаетесь и думаете, у вас семейный канал, и вы иногда там играете, у вас дети появляются в кадрах, и часть видео бывает, что действительно на детскую тематику, может мультики какие-то вы делаете, тогда, конечно, лучше сделать вот здесь. Вы отдельно для каждого ролика указывайте категорию. Но я поставлю здесь «Нет, мой канал не для детей». А давайте-ка еще посмотрим более детальную справку YouTube. Смотрите. Здесь вот мы читаем, я ссылку на нее также оставлю в описании. То есть на прямых трансляциях, это на всем видеоконтенте будет сейчас, на прямых трансляциях, на обычных видео. Вот смотрите, что происходит, когда ваш контент настроен для детей. Начиная с января мы будем ограничивать сбор данных, предназначенных для контента для детей, в соответствии с законом.
Это означает, что мы начнем отключать определенные функции, о которых мы уже частично с вами поговорили, такие как комментарии, уведомления и другие. Примечание. Вы можете увидеть некоторые небольшие изменения, когда мы будем экспериментировать и улучшать нашу систему в течение следующих нескольких месяцев. Понятно, что это будет все не быстро. Самое главное, мы не будем размещать персонализированную рекламу на детском контенте, то есть доходы детского канала просядут. Они, в принципе, и так там CPM, цена за 1000 просмотров очень низкая. Там бывает 20 центов, 40, 50, но доллар очень редко. То есть сейчас вообще она просядет. Но делать или нет детский канал в 2020 году, это глобальная тема для рассуждений. Я думаю, нужно будет вообще собраться авторами каналов, да, в онлайне, может в офлайне, и пообщаться, стоит ли создавать канал и как лучше это теперь в наших условиях делать. Итак, полный список функций, которые будут недоступны, если вы выбираете, что у вас детский контент. Персональная реклама, комментарий, водяной знак брендинга канала, пожертвовать сообществу, то есть вашему каналу, также будет недоступно. Информационные карты, лайв-чат и пожертвования, воспроизведение в мини-проигрывателе, супер-чат и супер-наклейки и сохранять в плейлист. То есть жесткие ограничения по функционалу YouTube. И к этому нужно будет быть готовым, к этому нужно перестраиваться. И мы, я думаю, обязательно поговорим еще на эту тему, потому что это очень важно. Это меняет все детское сообщество, это меняет немножечко продвижение на YouTube, потому что детский контент будет продвигаться совсем теперь по-другому. Ну и давайте посмотрим, что официально нам YouTube написал. Так, здесь, в принципе, мы с вами уже все разобрали. С января 2020 года вступают официально все изменения. То есть сбор данных о контенте прекращается, функционал также деактивируется. Причина изменений это в законе США КОППА. И теперь вам обязательно нужно это сделать. Поэтому долго не будем общаться. Сейчас незамедлительно идите в свою творческую студию, канал, расширенные настройки. Я думаю, теперь вы знаете, что выбрать. То есть, смотрите, если выбираете у вас видео для детей, то, конечно, вопрос, а как понять, что это видео для детей? Эти вопросы останутся, и они будут после 2020 года нам понятны. Но вот здесь вот есть и вопрос, мне моя медиасеть написала. Детский возраст определяется по-разному в зависимости от страны. В США это 13 лет. А обычно закон относится к авторам YouTube из всех стран. То есть, детский возраст в России это до 13 или до 12 лет. Правьте меня, кто работает с детьми, кто в этом знает, разбирается. Но если видео вдруг неправильно, YouTube сам квалифицировал, да, вы можете подать апелляцию, и тогда YouTube рассмотрит эти изменения, потому что алгоритмы тестируются, еще ничего не совершенно, и все это находится в постоянном изменении. Поэтому давайте переходите. Пишите «Нет, мой канал не для детей» и нажимайте «Сохранить». Все это вам обязательно нужно сделать. Итак, смотрите, мы сейчас посмотрим настройки на уровне видео. То есть вот у меня видеоролик есть. Давайте зайдем в настройки. И здесь во вкладке «Основное», не дополнительно, «Основное» опускаемся вниз. И здесь у нас, видите, уже по умолчанию выбрано, потому что мы в настройках канала выбрали. Ролик не для детей. Только не путайте. Дальше вам нужно еще, вы можете указать 18+, или нет. То есть, да, видео содержит недоступные материалы, да, и только для взрослых. Или нет, видео подходит всем зрителям. То есть, здесь не трогайте. То есть, если вдруг у вас там есть материалы сексуального характера или еще какие-то запрещенные, то делайте 18+. А если нет, то оставляйте как есть, и здесь делайте ролик не для детей. Думаю, в принципе, все понятно. Давайте в комментариях пишите, что вы об этом думаете, поменяли ли вы у себя и какую категорию вы выбираете. У кого детские каналы, обязательно отпишитесь, что вы сейчас чувствуете, какое у вас мнение и какие мысли по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами сегодня был Стас Быков. Удачи вам. Пока-пока.